В недрах нашей планеты скрывается множество историй, уводящих нас за пределы воображаемого. Теории о существовании подземных цивилизаций захватывают умы ученых и авантюристов уже веками. Вообразите себе гигантские подземные города с ультрасовременной инфраструктурой, скрытые от глаз мира, но обладающие развитой культурой и технологией. Одна из таких теорий, популяризированная Жюль Верном, предполагает существование гигантских пещерных систем, населенных неизвестными существами. Своего рода параллельная вселенная прямо под нашими ногами. Но это не просто фантастика. Исследования, проведенные на местах древних геологических аномалий, показывают, что под землей может быть нечто большее. Как же изменится наше представление о планете, если мы вдруг узнаем, что под нашими домами скрываются целые цивилизации? Следуя за нашим опытным исследователем, мы отправимся в мир, где мифы встречаются с реальностью, и коснемся тех тем, которые заставляют сомневаться в том, как мало мы на самом деле знаем о нашей собственной планете. И хотя скептицизм всегда важен в таких вопросах, впереди вас ждет множество захватывающих открытий. Подготовьтесь погрузиться в глубины научных открытий и встретить неизвестное. Во время нашего захватывающего путешествия в подземный мир мы не можем оставить без внимания удивительные археологические открытия, проливающие свет на древние цивилизации, существовавшие под поверхностью Земли. К примеру, открытия в Гобекли-Тепе, на первый взгляд кажущиеся лишь загадкой древних зодчих, свидетельствуют о невероятных способностях наших предков не только строить величественные храмовые комплексы, но и, возможно, прятать их. Археологи обнаружили под этими сооружениями следы сложных инженерных решений, что говорит о попытках скрыть их от посторонних глаз. Но это лишь вершина айсберга. В разных уголках планеты, от Турции до Южной Америки, напоминающие лабиринты туннелей и скрытые помещения вызывают новые вопросы о том, какой была жизнь под землей. Характеристики этих сооружений сами по себе являются зоологией архитектуры, а следы древних инструментов манят своей загадкой. Глядя на то, как открываются завесы тайны и воссоздаются картины прошлого, мы невольно задаемся вопросом, что еще оставляют после себя такие находки? Может ли следующая находка кардинально изменить наше понимание истории? Это удивительное исследование продолжается, и наше следующее открытие может открыть многогранные аспекты культур, некогда скрытых под землей. Подземные миры, как будто созданные из сказок, всегда занимали особое место в мифах и легендах множества культур. В римской мифологии встречаются упоминания о мистическом подземном царстве Плутона, а древние греки видели в недрах земли обитель Аида. В скандинавских сагах рассказывалось о темных мирах гномов и троллей, живущих в огромных пещерах. Даже коренные народы Америки верили в существование духов, обитающих в туннелях под землей. Считалось, что эти существа обладали невероятными знаниями и магией, а контакт с ними обещал не только богатство, но и невероятные опасности. Такие истории задолго до создания письменности передавались из поколения в поколение, обрастая все новыми подробностями и истинами. Подобные рассказы порождают вопрос, как много правды скрывается за этими легендами. Хотя современная наука пытается рационализировать существование таких мифологических мест, их загадочный флер остается привлекающим для исследователей и мечтателей. Увлечение подобными историями не отпускает и сегодня, заставляя нас искать реальные доказательства под завесой древних преданий. В краю, где границы между мифом и реальностью размыты, осталось лишь что-то, способное удивить современного человека. Подобные вопросы подталкивают нас к следующему увлекательному шагу, открывая двери к тайнам, об которых веками мечтали увидеть. Текущая эпоха предлагает уникальные возможности для исследователей, вооруженных не только знаниями предков, но и передовыми технологиями. Современные научные исследования, посвященные изучению потенциальных подземных цивилизаций, стремительно развиваются, и интерес к этой теме только усиливается. Сегодня ученые используют георадары и сейсмическое зондирование для того, чтобы заглянуть глубже под земную кору, где возможно более детальное понимание природы и истории нашего мира. Эти инструменты помогают выявить скрытые аномалии, которые могли бы указывать на искусственные сооружения или древние поселения. При помощи спутников ученые картографируют территорию, которая раньше считалась недоступной, а анализ полученных данных позволяет выдвигать невероятные теории, включая возможность существования потерянных цивилизаций. Впрочем, мнение научного сообщества пока разделено. Некоторые исследователи продолжают относиться к этим поискам со скепсисом, утверждая, что современные методы все же имеют свои ограничения. Невзирая на это, интерес к теме не спадает, а загадочные находки подогревают надежду на открытия, которые могут навсегда изменить наши представления о прошлых цивилизациях. Как далеко могут зайти эти исследования и какие удивительные открытия ожидают нас дальше? На пути к новым тайнам следующая глава наших поисков подарит еще больше неожиданностей и, возможно, приведет нас к разгадке одного из величайших вопросов о нашем мире.
Когда думаешь о Деринку и других подобных древних подземных городах, сложно не почувствовать себя наиглавнейшим героем археологического романа. Эти города представляют собой настоящий шедевр древней инженерной мысли и изящества. Расположенный в Каппадокии, Деринкуй поражает своим размахом. Десятки уровней, спускающихся на глубину более 200 футов, скрывают не только жилые помещения, но и целые системы вентиляции и водоснабжения. Но кто и зачем создал такие сложные и разветвленные системы? Историки утверждают, что они служили укрытиями от внешних угроз. Со временем каждый такой город становился крепостью, где люди могли жить, работать и обороняться. Другие подземные города, найденные в Турции и Иране, также напоминают о былых временах, когда безопасность внизу земли значила больше, чем на ее поверхности. Однако, как и в случае с многими древними сооружениями, существуют тайны, которые до сих пор не разгаданы. Как эти цивилизации, лишенные наших современных технологий, создали такие грандиозные комплексы? И можно ли открыть, какие еще секреты скрыты в их глубинах? Этот мир, спрятанный от глаз времени и свидетельствующий об уникальном прошлом, оставляет за собой вопросы, ответы на которые еще предстоит найти. Но, исследуя прошлое, мы напоминаем себе, что далеко не все из наших загадок ограничиваются поверхностью Земли. Что еще ждет нашего открытия? Глубже в историю мы углубимся далее. Тем временем, когда мы увлекаемся романтикой прошлых цивилизаций, подземная жизнь продолжает развиваться и сегодня, привнося в наш мир бесконечное множество загадок и тайн. Современные исследования показывают, что пещеры и подземные реки демонстрируют обилие живой материи. Однако это не те обитатели, к которым мы привыкли. Их адаптация к жизни в полной темноте поразительна. Рыбы без глаз, трубы, обнаруженные учеными, и даже микроорганизмы, живущие за счет минералов, встречаемых на больших глубинах. Такие необычные экосистемы становятся предметом пристального внимания экологов и биологов. Неторопливо, но уверенно создаются карты подземных лабиринтов, где стандартные правила выживания вступают в нового рода гармонию. Эти миры находятся вне досягаемости солнечных лучей, но это не мешает уникальным формам жизни процветать в темноте. Прибывшие в эти места исследователи сталкиваются с постоянным вызовом. Каждый их шаг может привести к новым открытиям вовлеченных в этот темный мир существ, изобилующих неожиданными адаптациями и эволюционными сюрпризами. Возможно, вскоре мы узнаем еще больше о эти тайные общества подземных рек и пещер, об их стратегии выживания и о том, что означает каждая новая находка для нашего понимания жизни на Земле. Но впереди ждут еще более уникальные открытия, способные изменить представление не только о жизни под землей, но и о самой нашей планете. На протяжении веков множество исследователей, движимых духом приключений и желанием разгадать секреты нашего мира, отправлялись в опасные экспедиции, чтобы раскрыть тайны скрытых подземных миров. Эти отважные люди привлекали внимание своим дерзким стремлением бросить вызов неизвестности, а их экспедиции часто становились легендами. Одним из таких исследователей был знаменитый Джон Ллойд Стивенс, который в XIX веке взялся за изучение загадочных подземных комплексов. Каждый шаг по темным узким туннелям становился опасностью, однако он с командой, проломанные сквозь мифы, стремительно приближались к еще большей истине. Современные исследователи тоже не остаются в стороне. Используя передовые технологии, они исследуют глубины таинственных мест, прежде считавшихся недоступными. Дрон-экспедиции оснащены современными датчиками и видеосистемами, что позволяет исследовать опасные и узкие пещеры без риска для жизни человека. Недавние открытия в Южной Америке поразили мир. Экипаж наткнулся на древние алтари и артефакты, доказывающие наличие сложной культуры, существовавшей под землей. Эти экспедиции всего лишь начало, а таинственные находки, каждая из которых способна изменить наши представления о подземных цивилизациях, становятся реальностью. Одна из ключевых загадок скоро будет разгадана, и получится ли героям докопаться до истинных корней легенд, продолжает терзать наш разум. История об этих смелых искателях не просто оставит след в памяти, но и откроет двери к новым тайным уголкам подземного мира, ожидающим своего открытия. Каковы их находки и к каким открытиям они привели, может стать прологом для более ошеломляющих открытий, способных переписать исторические учебники. Технологический прогресс буквально проливает свет на древние тайны, скрытые под землей, открывая новые горизонты и возможности для их изучения. Современные технологии стали тем самым ключом, который позволяет исследователям все глубже проникать в подземные территории, используя при этом науку и технику. Радары проникающего вида, лазерное картографирование и дроны создали новую эпоху в подземных исследованиях. Лидар-технологии, например, дают возможность ученым буквально вынашивать подземные сооружения, помогая им видеть сквозь землю и распознавать
раскрывать древние структуры, которые были скрыты от человеческого глаза тысячелетиями. Автономные подводные дроны и дистанционно управляемые автоустройства за последние годы продемонстрировали способность исследовать подземные озера и реки, которые были недостижимы для человека. Они исследуют гигантские каверны и зоны с минимальным доступом к кислороду, принося ценные данные о геологии и биологии этих мест. Но не останавливаясь на этом, ученые используют и роботов, чтобы достичь невиданных глубин, проникая в зоны, которые считались абсолютно закрытыми. Это помогает обнаружить, что лежит за пределами наших текущих знаний и спекуляций. Эти технологии не только открывают новые перспективы, но и позволяют избежать рисков, сопровождающихся исследованиями в традиционно экстремальных условиях. Они демонстрируют, как наука и инженерия могут работать рука об руку, чтобы разгадать тайны, которые казались неразрешимыми. Каждая успешная миссия приводит нас на шаг ближе к разгадке загадок, окруженных полутемными мифами и легендами. И пока технологии расчищают путь к более глубокому пониманию этих захватывающих территорий, остается открытым вопрос, каким образом эти новшества изменят наше восприятие исторических и природных явлений, и куда они нас заведут в нашем следующем путешествии в лабиринты прошлого. Предстоит еще много открытий на пути к истинному раскрытию загадочной подземной жизни. Подземные тайники, скрывающие давным-давно потерянные сокровища и загадочные секреты, продолжают привлекать внимание авантюристов и исследователей со всего света. Представьте себе сокровища, надежно спрятанные в глубинах Земли, которые остаются недоступными веками и ждут своего открытия, храня в себе тайны ушедших эпох. Безмятежно покоятся они в недрах подземных лабиринтов, ожидая того, кто решится раскрыть их загадки. Иногда считается, что эти тайники принадлежали великим правителям, которые спрятали драгоценности и артефакты от врагов, а иногда это место, где древние культуры хранили свои реликвии, считая их священными. Особый интерес вызывают теории о секретных лабиринтах и камерах под великими пирамидами или даже в разломах древних вулканов. Легенды о спрятанных сокровищах и таинственных объектах часто строятся на древних картах и письменах, указывающих направление к запретным зонам. С течением времени некоторые из этих мифов начали обретать реальность благодаря новым археологическим находкам. Однако, нередко, решения остаются за пределами дословного перевода и требуют интуиции исследователя, чтобы связать все улики воедино. Смогут ли они разгадать скрытые символы и расшифровать тропы, ведущие к удивительным открытиям? Продолжая наше погружение в секреты подземных миров, вскоре мы узнаем, правда ли считается сокровище найденным лишь тогда, когда отысканы все ключи к его разгадке. И кто знает, какая история воскреснет, когда будут отодвинуты завесы забвения. Заглянем в удивительное царство подземных аномалий и загадок, которые прокрадываются сквозь толщу Земли, удивляя и озадачивая ученых по всему миру. Словно из страниц научной фантастики, эти феномены олицетворяют столкновение реального и мистического. Среди самых поразительных открытий — странные необъяснимые звуки и вибрации, известные как гудение. Эти загадочные вибрации иногда напоминают далекий звон колоколов и слышны в глубоких шахтах и пещерах. Однако объяснения их происхождения пока остаются лишь теорией. В некоторых подземных пещерах наблюдались необычные светящиеся образования, не подвластные объяснению. Эти светящиеся точки озадачили исследователей, и ученые предполагают, что их формирование связано с биохимическими процессами необычных микроорганизмов, скрытых в темноте. Один из самых удивительных феноменов — неестественное размещение громадных вкаменелостей в глубинах подножий вулканов. Более того, подземные магнитные аномалии демонстрируют нетипичное перемещение магнитных полей в непредсказуемых направлениях. Эти загадки захватывают воображение исследователей, своеобразно приглашая их в игру, где природа — мастер-выдумщик. Понять и разгадать эти ребусы значит приблизиться к одному из последних белых пятен Земли. Но под каждым новым ответом встают новые вопросы, предрекая захватывающее продолжение нашего изучения. Вполне возможно, что ключи к разгадке этих аномалий приведут нас к открытиям, которые перевернут наши представления о подземных мирах. В то самое время загадочные явления указывают на то, что, быть может, в недрах планеты скрываются гораздо более удивительные истории, чем мы могли бы себе вообразить. Когда-нибудь человечество, возможно, приблизится к моменту, когда граница между научной фантастикой и реальностью станет размываться, и уже не в фантастических книгах, а в хрониках научных открытий появится информация о контакте с другой цивилизацией. Погружаемся в гипотетический сценарий, который не только захватывает воображение, но и рассматривает возможности жизни на совершенно ином уровне. Представьте, что под землей скрывается общество, столь же развитое, как наше, но развившееся в изоляции, невидимое для человечества. Эта цивилизация
цивилизация, возможно, освоившая коммуникацию посредством совершенно иных технологий, может хранить ключи к загадкам истории и уникальным культурным открытиям. Представьте экспедиционный отряд, случайно преодолевающий преграду, разрушавшую общение с этой цивилизацией веками. Что если их технологии оказались столь продвинутыми, что они способны управлять магнитными полями или использовать гравитационные волны для построения коммуникаций? Контакт с такой цивилизацией стал бы величайшим открытием, способным изменить понимание человечества о месте Земли в более широком контексте Вселенной. Однако с пониманием и открытием новых горизонтов встает вопрос, готовы ли мы к столь значительному открытию, которое может повернуть развитие науки и культуры в совершенно новом направлении? Необходимо ответить на множество этических и логистических вопросов. Как взаимодействовать с этой цивилизацией, с уважением относясь к ее культуре и традициям, и как извлечь главное из этого гипотетического контакта, придавая значение интересам всех сторон. Проложенный таким образом путь приобретает новые очертания, скрывая в себе множество тайн и множество потенциальных открытий, способных задать новые контуры для границ нашей цивилизации. Вопрос о том, найдем ли мы еще имеющиеся доказательства существования этих подземных обществ, готов раскрываться перед нами дальше, предоставляя возможность полноценного преодоления грани возможного и невозможного. Иногда наш разум рисует картины скрытых миров, находящихся прямо под нашими ногами. В этом забытом царстве, возможно, обитают существа, чьи черты ставят под сомнение наше традиционное понимание жизни на планете. Некоторые теории предполагают существование гуманоидов, приспособленных к жизни в абсолютной темноте. Их культура, возможно, развивалась изолированно от нашей, и они могли освоить тишину и неожиданности подземной жизни, подобно тому, как наши предки освоили моря и леса. Тем временем другие исследователи обращаются к образам, взятым из мифов и легенд, поддерживая теорию о том, что подземные жители — не что иное, как древнейшие формы жизни Земли. Они, быть может, заметно отличаются физиологически, биолюминесценция, необычные органы чувств или скрытные способности к камуфляжу. Таинственные рассказы о потрясающих монстрах, драконах или великих духах, а также мифы о людях, способных полностью растворяться в тенях, оставляют простор для рассуждений и гипотез. Все это подводит к выводу, что мифы о подземных существах, возможно, имеют реальные корни. Вопрос остается открытым, и подобные фантастические гипотезы с каждым днем находят все больше приверженцев в стремлении найти зрительное подтверждение. Так что может таиться под нами, и каковы будут последствия раскрытия этой тайны. Подобные вопросы продолжают распалять дух исследователей и путешественников, влекущих нас к видам, что, возможно, обитают под землей. В надежде разгадать секреты их существования и понять, как это может повлиять на наше восприятие окружающего мира, мы продолжаем искать и изучать следы этих скрытых обществ. Общая теория развития видов всегда привлекала внимание ученых, но представьте, как может видоизмениться эволюция, если она происходит под землей. В условиях вечной темноты с ограниченными ресурсами и уникальными экологическими нишами подземные существа могли развиваться совершенно иным путем. Теории предполагают, что такие создания могут обладать уникальными адаптациями. Возможно, у них развиты органы восприятия вибраций вместо зрения, или же способности к добыванию энергии из минеральных источников. Некоторые гипотезы рассматривают возможность существования сложных социальных структур под землей, где общение проходит на волнах ультразвука или вовсе через химическое взаимодействие. Эти существа могли бы выработать свой способ кооперации и выживания, кардинально отличающийся от нашего. Но как такое развитие могло бы повлиять на их культуру и взаимодействие с окружающей средой? Эти уникальные условия заставляют нас переосмыслить основные принципы эволюции и то, как они могут быть применимы к таким изолированным средам. Смогли бы подземные цивилизации достигнуть технологического или культурного прогресса, аналогичного нашему? Или они выбрали бы совершенно иной путь развития? Это приводит к новому пониманию эволюционных процессов и расширяет представление о том, каким потенциально разнообразным и удивительным может быть жизнь за пределами света. Готовьтесь погрузиться еще глубже, ведь впереди множество новых открытий, которые предложат нам уникальный взгляд на жизнь на планете из тени и тьмы. Подземелья всегда были источником вдохновения для художников, писателей и режиссеров, создавая целые вселенные и концепции, которые захватывают нас своей таинственностью и скрытой мощью. От древних текстов до голливудских блокбастеров образ подземного мира прочно закрепился в культурной памяти человечества, играя важную роль в повествовании и символизме. В литературе образ подземелий часто используется как метафора внутреннего путешествия или испытания.
Таким произведениям, как «Божественная комедия» Данте или «Властелин колец» Толкиена, удалось создать непревзойденные сценографии подземных миров, где герои встречаются со своими страхами и искушениями. Эти пространства становятся свидетелями борьбы и триумфа, примирения с неизведанным и скрытым. В изобразительном искусстве подземные сцены часто ассоциируются с тайными и запретными знаниями. Художники Средневековья изображали подземелья как места испытаний и очищения. Современные картины продолжают развивать эту тему, создавая живописные сюжеты, где подземелья связывают миры и эпохи. Киноиндустрия также не обошла вниманием подземные пространства. Будь то загадочные лабиринты в «Индиана Джонсе» или ужасающие подземелья в «Пиле», они привлекают зрителей своей атмосферой клаустрофобии и приключений. Кроме того, студии используют спецэффекты, чтобы еще более реалистично воссоздать эти тайные миры. Подземные сцены символизируют неизведанное, таинственное и запретное. Они испокон веков служат творческой стадией для исследования человеческой души, заговорами и тайными обществами. И пока искусство продолжает открывать новые грани знакомых образов, останется вопросом, какую роль сыграют подземелья в следующем творческом цикле и какие новые тайны они предложат нам для изучения. Впереди будущее, полное междисциплинарных исследований и технологий, которые предложат свежий взгляд на эти традиционные символы. На пороге новой эры исследований подземный мир обещает стать ареной для невероятных открытий благодаря стремительному развитию технологий. В будущем мы ожидаем, что искусственный интеллект и робототехника будут играть ключевую роль в исследовании сокрытых глубин Земли. Самонастраивающиеся роботы и дроны, способные проникать в недоступные ранее участки, помогут исследователям получать данные о таких местах, куда прежде ступала лишь обувь настоящих авантюристов. Одним из основных достижений станет использование нанотехнологий для исследования микроорганизмов и микрофасилий, живущих в подземных условиях. В сочетании с генетическим анализом это позволит нам получить более глубокое понимание о происхождении и эволюции жизни на нашей планете. Кроме того, виртуальная и дополненная реальность откроют новые горизонты в изучении подземных территорий. Исследователи смогут посещать цифровые версии пещер и туннелей, создавая точные 3D-модели, которые помогут изучать их структуру и экологическую ситуацию. С точки зрения энергетических ресурсов, передовые геотермальные технологии могут открыть доступ к подземному теплу, значительно расширяя возможности человечества в области устойчивой энергетики. Такое использование подземных ресурсов может также стимулировать поиск новых форм жизни, которые смогут обогатить нашу биотехнологическую базу. В результате наше понимание подземных миров выйдет на совершенно новый уровень, изменив восприятие того, что значит жизнь на Земле. Каким станет наше взаимодействие с этими таинственными территориями и как технологии поколения будущего изменят наш подход к изучению неизведанных уголков планеты, это вопросы, на которые мы только начинаем искать ответы. И в этой бесконечной череде открытий остается лишь догадываться, какие неожиданные сюрпризы таятся в глубинах под нашими ногами, готовые стать ключами к будущему пониманию нашего мира.